Ранее в Луне, конечно же, я был, но перед вот этим крахом меня там не было. Я полностью вышел с момента, когда она вот где-то здесь барахталась и ничего не стоила, и потом начинала вот где-то в этой области, в 2021 году, я, в принципе, принял решение все-таки инвестировать в криптовалюту, выбрал Луну, инвестировал, сделал там иксов 5, не помню уже по какой цене я вышел, с 10 баксов сделал 50 баксов и вышел. Все. Южная Корея никак не успокаивается в плане того, что пострадали люди, хочет законтролировать это все, взять под контроль криптобиржи. И также высказался технический директор Tether, говорит, что создание Terra токена был рецептом катастрофы. В плане того, что поддержание этой валюты не было чем-то более ликвидным, предлагают в плане Тезера, то, что надо было бы в Тезере. Ну, конечно, когда жестко обделаешься, советчиков приходит очень много. Так, это новость по Ripple. Ripple, значит, все никак не может договориться с SEC и сталкивается с большими задержками. SEC, если что-то не понимает, просто отклоняет, если ему что-то не нравится. Я, значит, на сегодняшний день принял решение все-таки войти в Terra Classic, так как капитализация Market Cap в 391 миллион долларов. Я считаю, что это маленькой, но может быть, конечно, вкататься вообще в полный ноль. Такое я тоже допускаю, поэтому приобретаю на то количество, как просто сходить в супермаркет, что-то приобрести. Довольно на минимальную сумму, 5 баксов. Ну и, конечно же, ожидаю с монеты 100 тысяч иксов. С каждой монетой, которую я вхожу, я ожидаю от нее 100 тысяч иксов, чтобы в итоге сделать миллион долларов. Если мы добавим здесь двоечку вместо однерки, будет миллион долларов. 200 тысяч иксов. Кто-то считает, что это уже для таких иксов типа уже поздно, а все очень плачевно, как бы типа о криптовалюте знают все, потому что знаешь о ней ты. Но на самом деле на планете знают о криптовалюте 3-6% людей. И кто действительно владеет и пользуется ими. Также хотел бы обратить внимание на монетку Radio Life, в которую я зашел. Давненько уже зашел, вот уже столько дней прошло. Уже недели 2 прошло с того момента, как я в нее зашел. С командой я, значит, вошел здесь. Сейчас происходит какая-то непонятная ситуация. Вот здесь какое-то накопление происходит. Ну, соответственно, здесь по-любому бритье происходит. Это необходимо, чтобы выстрелить. По разным ценам кто-то закупается. Монетка на чем, значит, построена? На том, что это высокорискованная монетка, да. Поэтому хотел бы сказать, что ориентировочно, да, если у тебя есть депозит там в 100 баксов, и ты со мной начинаешь пулять какие-то монетки, то самое минимальное со 100 баксов, что ты можешь себе позволить, это где-то 10 долларов. Это получится 10% от вот этого депозита. Соответственно, ты можешь ее распределить. По доллару, возможно, будет мало, по 2 долларам. 2 доллара в монетку. Только с распределением мы можем попасть в нужную нам монету. Можно это в примере произвести на постройке домов. Вот дома строятся, я вот закупаю один кирпич, вкладываю, как бы начинаю верить в постройку одного дома. Потом все вроде вывели, начали, получается, обустраивать, там, заливать бетоном, уже все выводят. И выясняю, что по техническим соображениям постройка дома здесь категорически запрещена, потому что это грунт. Ну, не рассчитали как-то, грунт слабенький, дом этот не выдержит. Если люди еще заселятся, это капец, страшная, короче, картина будет. Вот и так по земле монетки запускаются то там, в Европе, в Англии. Все, что мы можем, это только распределить. Если нам откликается эта монетка, та же Terra Classic, сам по себе Radio Life очень популярный запрос, который на гугле вообще конкретно пробивает. Последнее я видел от Radio Life, они заказали на канале где-то в 150 тысяч подписчиков у блогерши, которая занимается, в принципе, тоже там криптовалютой, заказали обзор Radio Life. На чем она основана? Как бы слушай и зарабатывай. Вот на этом построено. Но платформа это, в принципе, в разработке. Да, она может быть манипулятивной, капец какой. И может быть, скорее всего, она не поддерживается никакими фондами. Это тоже нужно понимать, что это тоже может быть большой риск. Тем не менее, она одна из первых, которая говорит зарабатывай и слушай радио. Также в этой, получается, монетке встроена Web3. Ну, обещают как бы встраивание Web3 в плане того, что ты будешь контролировать свой контент. Также вижу, что в Твиттере начинают спариваться какие-то другие площадки с этой монеткой. И также я тебе показываю отрицательную сторону, куда я тоже вошел, тоже давал сигнал. Это Dynastep. Покупай типа динозавров и с ними ходи, бегай. По-моему, даже попу с кресла, с дивана не надо поднимать. Но единственное, у них приложение тоже не подготовлено. И какая-то странная ситуация там по скачиванию приложения. Показывает, что на Android вроде можно скачать, скачиваешь там какая-то хрень. Поэтому доверие здесь, конечно, по Dynastep очень низкое. Ну и смотря по графику, и по Dynastep получается
Цену, конечно же, здесь вкатали в ноль, не удерживают ее. Поэтому только холодный ум, тщательное распределение своего портфеля, прокачивание своего мышления помогут прийти тебе к миллиону долларов, накопить нормально нулей. В комментарии есть маленькая такая ссылочка на платформу, которая дает большие иксы. Сейчас, перейдя сюда, я вот тебе могу показать, что ранее команда, получается, заходила в монетки на пресейле и заработала достаточно много денег. Вот с 1000 баксов 110 тысяч долларов, с 1000 баксов 101 тысячу долларов, с 1000 баксов 17 тысяч долларов, с 1000 баксов 32 тысячи долларов. На пресейле, когда о монетках еще никто не знает. Есть, получается, seed раунд, потом пресейл раунд. В seed раунде фонды, получается, тщательно отбирают проекты и заходят. На пресейл раунде уже видно, что фонды, команда аналитиков платформы, получается, смотрят тщательно проект на seed раунде, потом мы уже в пресейле заходим в монетки и разработчики нам отправляют монетки. Дальше идет IDO. IDO это уже когда заводят, получается, там DAO Market, это в принципе IDO, и другие какие-то прочие источники, через которые тоже можно зайти. А это конкретно пресейл. Вот если взять по монетам, допустим, на seed раунде заходит по 0 центов, на пресейле по 0,2 цента и на IDO получается уже по 0,3 и листится по 0,5. Саму Луну Терру я буду рассматривать для покупки гораздо позднее, потому что скидка сейчас в 73%. Считаю это не совсем достаточно подходящим вариантом сейчас для покупки конкретно этой монетки. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео и до новых встреч.